Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня у нас переделка. Из пластиковых ведерок и цемента сделала горшки для цветов. С цементом я работаю впервые. Изучив эту тему с помощью всеми любимого нами YouTube, приступила к работе. Но мне хотелось сделать что-то свое. Сначала я решила проэкспериментировать на маленьком ведерке, прежде чем браться за большое кашпо для баобаба, но о баобабе чуть позже. В результате получилось два похожих кашпо, но в разных техниках, так как в процессе работы появились новые идеи. У меня белый цемент, от серого отличается только цветом. Замешиваю цемент с водой и замачиваю в нем старую майку. У маленького ведерка оборачиваю полоской трикотажа только вверх. Я положила из расчета на одну часть цемента 2 части песка и замешала довольно густой раствор. Недалеко от нашего дома есть речка. Правда, речкой ее назвать сложно, так как вода в ней бывает только после хорошего дождя. Но этого хватает, чтобы вокруг рос бамбук. Пару лет назад там начали строить и снесли часть бамбука. А мы его собрали, и муж много чего из него сделал. Здесь я использую оставшиеся обрезки, и они уже покрыты лаком. А бамбук можно заменить ветками. С помощью силикона подойдет и горячий клей. Фиксирую в одном месте палочки. Необходимо смочить сухую поверхность. Замешала точно такой же раствор цемента с песком. Мой баобаб я привезла из Африки. Эти поразительные деревья, которые достигают в диаметре ствола до 8 метров и живут тысячи лет, произрастают из маленького семечка. Кстати, плоды баобаба съедобные. Они сладковато-кисловатые на вкус и очень полезные из-за большого содержания витаминов С и В. Продаются везде, и эти ягоды заменяют конфеты, которые в некоторых странах Африки запрещены. Мой африканский сувенир не очень оценили друзья, и тогда появилась идея прорастить семечко. Из 3 десятков проросли 2. Им уже по 3 года. На зиму баобаб сбрасывает листву, и потом я долго с нетерпением жду первого листочка, беспокоюсь, выжил ли, подходит ли ему наш климат. В середине июня он оживает. Величина деревца зависит от горшка. Думаю, что в новом кашпо ему будет уютно. Веревку клею на плиточный клей.
Когда полностью заготовки высохли, сделала раствор на одну часть цемента, одну часть песка и покрываю верх и низ заготовок. Итак, в этой работе я использовала 3 вида растворов. Для замачивания ткани только цемент и вода. Для покрытия более густой раствор. На одну часть цемента 2 части песка. И более жидкий раствор для финишного покрытия участков из ткани на одну часть цемента 1 часть песка. Клей ПВА смешала с водой для пропитки цемента. Акриловую краску сильно развела водой. Проделав дренажное отверстие, я поняла, что допустила ошибку. Слой ткани и цемента здесь неуместен. Покрываю акриловым лаком в 2 слоя. Спасибо за просмотр, лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!